Приветствую вас, мои подписчики и гости канала. Бабушка Нина утверждает, что деньги играют огромную роль в нашей жизни. И даже те, кто этого не признает, глубоко внутри чувствуют их важность. Для того, чтобы сохранить имеющиеся финансы и увеличить свой капитал, необходимо знать и придерживаться определенных народных примет. Например, есть мнение, что богатство можно привлечь в дом различными способами, и для этого нужно следовать определенным правилам. Чтобы деньги не утекали непонятно куда, нельзя одалживать после захода солнца. Не стоит одалживать или принимать в подарок деньги от неприятных людей, к которым вы не испытываете симпатии. Деньги активно впитывают энергетику и намерения хозяина, поэтому подаренные плохим человеком средства могут принести вред. Нельзя иметь несколько действующих кошельков. Обязательно нужно, чтобы был один кошелек. Если их два и более, то финансы будут убегать как вода. Сломанные и испорченные предметы нужно обязательно выбрасывать, нельзя их хранить дома. Собирая вокруг себя вещи, негодные к использованию, вы создаете вокруг себя атмосферу бедности и нищеты и окружаете себя отрицательной энергией. Нельзя считать деньги после захода солнца. Никогда не дарите и не принимайте в дар пустую посуду, обязательно положите в нее конфетку или кусочек хлеба. Семейная жизнь, давшая трещину, наладится, если на пути часто встречаются влюбленные парочки или дамы с коляской. Не тратьте деньги сразу после получения, дайте им переночевать в собственном доме и только потом начинайте тратить. Особое внимание стоит уделить и пустым пакетам. Если в них лежат чеки, то деньги в дом не поступят, а наоборот, могут быть финансовые потери и неудачи. Поэтому после покупок от чеков нужно избавляться и не хранить их длительное время. Нельзя хранить фотографии, чеки в портмоне, так как они влияют на энергию богатства и достатка. Домовые обижаются, если люди в доме свистят, поэтому далеко прячут деньги, чтобы люди не могли их найти. Нельзя, чтобы в кошельке был мусор. Все чеки стоит вынимать из кошелька, так как из-за них могут быть финансовые растраты. Не ходите в тех вещах, которые порвались. У вас будет мало денег. Не кладите ночью деньги на стол. Потеряете заработок. Если сумма цифр на банковской карте равна 9, то эта карта несчастливая, притягивает беды ее владельцу. Деньги считать на полу – плохая примета. Не будут в доме водиться. Деньги нужно считать за столом. Если хотите найти новую хорошую работу, то вставьте в обувь новые шнурки. Тогда все получится. Нельзя прятать деньги в ванной. Деньги утекут как вода. Если в кошелек положить 2 фасолины, то можно разбогатеть, но только честным путем. Не рекомендуется в доме 2 веника держать. Перед покупкой нового веника старый выкинуть. Головной убор на столе отталкивает богатство. Соседу давать взаймы соль или хлеб, денежную удачу отдавать. Держать пустые коробки в доме к нужде. Нельзя деньги постоянно перекладывать из одного места в другое, рискуете их лишиться. Нельзя дарить пустой бумажник. Кошелек надо преподносить в качестве подарка, обязательно с содержимым. К презенту прикладывают денежные заговоры, обереги для денег, счастливые купюры, либо известный денежный магнит $1. В качестве финансовой приманки может служить манная крупа, листик мяты или палочка корицы. Не хранить в кошельке квитанции на штрафы, расписки, не носить фото близких. Полезно регулярно пересчитывать финансы и складывать купюры аккуратно. Не хранить деньги, вышедшие из оборота. Нельзя отдавать свой использованный кошелек, так вместе с кошельком вы отдадите и свою денежную удачу. Дырявый аксессуар выкидывают, иначе будет утечка финансов. Никогда не дарите кошелек в день рождения, так как это может привести к тому, что деньги будут утекать из него как вода сквозь пальцы. Это может стать причиной чрезмерной расточительности именинника в будущем. Большинство предрассудков считают, что такой подарок не следует дарить родителям, братьям и сестрам, особенно если одаряемый финансово зависит от них. Если у вас есть несколько кошельков, то не оставляйте их пустыми, это может привести к финансовым потерям и бедности. Положите в них некоторую сумму денег, которые будут денежным магнитом. Если вам подарили пустое портмоне, то положите в него ценные вещи или деньги и оставьте на несколько дней, чтобы он напитался энергией денег. Кошелек должен быть вместительнее,
чем предыдущий аксессуар. Если же кошелек меньшего размера, то он должен по своим характеристикам превосходить предыдущий вариант, например, быть более дорогим и качественным. Оптимальные цвета: коричневый, черный, золотой, серебристый, голубой и синий, согласно фэн-шуй, вызывают утечку. Есть поверье, что дарящий должен быть по статусу выше получателя, тогда одариваемого ждет финансовое благополучие. Когда дело касается денежных операций, важно выбирать правильное время. Следует ориентироваться на фазы Луны. Когда Луна убывает, стоит возвращать ранее взятые деньги, а когда Луна растет, можно занимать. Наиболее благоприятные дни для прощания с долгом – это среда, четверг и суббота. Рекомендуется всегда передавать деньги другому человеку, сложив их пополам и направив место сгиба от себя. Это суеверие гласит, что таким образом вы открываете дорогу для притока богатства к вам. При передаче денег произнесите, чтобы и у меня всегда были, и у вас приумножались. Когда долг будет возвращен, держите левую руку в кармане, скрутив фигу. Не стоит давать в долг во вторник, иначе скоро самим придется занимать. Купюры следует передавать правой рукой, а принимать левой. Это объясняется тем, что левое полушарие мозга отвечает за логику, а правое – за эмоции. Другое объяснение гласит, что, передавая деньги левой рукой, вы проявляете чистоту своих намерений. Избегайте давать или использовать суммы, в которых первая цифра – 2, а также купюры с таким номиналом. Для принятия или передачи денег следует использовать какую-либо поверхность, например, стол, стул, кровать или землю. Дерево наиболее эффективно удаляет негатив с купюр, но не следует использовать для этого обеденный стол, иначе это может привести к прекращению денежного потока в ваш дом. Самое важное – не давать долг в определенные дни, такие как понедельник, вторник, пятница, воскресенье и церковные праздники, чтобы не привлечь финансовый крах. Примета на деньги в понедельник. Понедельник считается днем подведения итогов и планирования. Он закладывает основу финансового благополучия на неделю. Первый день недели находится под покровительством Луны. Луна управляет эмоциями, поэтому в начале недели есть риск принять необдуманные решения и допустить серьезные финансовые ошибки. Во вторник ни в коем случае не берите кредиты и деньги в долг, иначе будете испытывать нехватку финансов и отдавать долг придется долго и трудно. Монетка в обуви под левой пяткой заставит деньги преследовать ее владельца по пятам. Четверг. Четверг находится под покровительством Юпитера. Планета является покровителем работы, денег и бизнеса. Так что именно этот день недели считается наиболее удачным в делах финансового характера. Четверг – самый денежный день недели, когда финансовые вопросы решить легче и выгода будет выше. Пятница. Пятница управляется Венерой. Венера – планета любви и красоты, поэтому в этот день все финансовые дела будут не слишком успешными, и деньгам нужно дать возможность отдохнуть. Суббота. В первый выходной день недели надо с осторожностью обращаться с деньгами, не делать крупных покупок. В этот день не стоит начинать значимых финансовых дел, но смело тратить деньги на разные приятные мелочи, все это принесет удачу. В этот день все ритуалы для привлечения денег обладают особой силой. Воскресенье. Разбить посуду в воскресенье к деньгам и счастью. Считается, что если дать деньги в долг в 7-й день недели, то 7 лет жить в нищете. Очистите вход в дом от ненужных вещей, вымойте пол в прихожей, именно через дверь в дом проникает позитивная энергия, в том числе и денежная. Нельзя стричь ногти, чтобы не отрезать путь к богатству. В воскресенье показаны духовные практики. Перестраивайте сознание на богатство, используя книги и фильмы о больших состояниях. Для удачи в бизнесе полезно начинать новое дело в новолуние. Деньги счет любят. Необходимо периодически пересчитывать наличные деньги, чтобы дать циркулировать денежной энергии. Нельзя считать деньги после захода солнца. Лягушка, сама прискакавшая к вам в дом, к деньгам. Если муха упадет в вашу кружку, это к неожиданному денежному подарку. Подаренная цветная тарелка к богатству и изобилию. Чем ярче подарок, тем выше будет финансовый успех одариваемой семьи. Для привлечения удачи пишем ниже в комментариях под видео.
Я впускаю успех в свою жизнь. Да будет так.